Новость сегодня такая. Называется она «Океанологи рассказали, когда восстановится экосистема Камчатки». Для начала начнем. Я вам сказала, что на Камчатке, на Тихом океане сейчас экологическая катастрофа. Какая причина, точно еще не говорят. Есть разные идеи, а вот одной верной, точной, правдивой причины еще нет. Факт в том, что экологическая катастрофа это не сейчас происходит, да? То есть она началась еще в сентябре. Но мы с вами сегодня, у нас 8 октября, они активно, громко начали говорить только в начале октября. То есть около месяца люди хотели об этом говорить, но это все было вот так тихо, никто об этом не знал. И вот социальные сети бурно, громко начали это обсуждать только вот на прошлой неделе. Если вы помните, в Инстаграме я делала сторис с Greenpeace, да, с ссылкой на пост Гринписа, где как раз рассказывается об этой экологической катастрофе. Это происходит на берегах Камчатки, и в первую очередь сначала об этом начали говорить серферы, то есть те, кто занимаются серфингом на Тихом океане, как раз на Камчатке. Они почувствовали себя плохо, люди почувствовали себя плохо, у них там глаза болели, дышать было трудно. Они когда выходили из воды и после несколько дней. Самое интересное, что вот у вас даже есть фотография, морские животные, которые под водой, их было очень большое количество на берегу, то есть они выплыли, мы скажем это, их прибило к берегу, по-русски мы это называем прибило к берегу, и очень большое количество мертвых животных. И из этого сделали вывод, что что-то не так с водой. Серферы плохо себя чувствуют, животные погибают. Что такое с водой, непонятно. Серферы, люди, которые живут рядом с этим берегом, говорят, что по цвету вода ничем не отличается. То есть она такая же, как и была раньше. Но люди чувствуют себя плохо, животные погибают. Что не так с водой, было непонятно. Когда начали смотреть на воду сверху, то начали замечать, что есть такие вот очертания, что, скорее всего, вода загрязнена, то есть что-то в воде не так, что-то может быть снизу, может быть в воду пришло из рек. Так до сих пор еще неизвестно, в чем причина. Я выбрала эту статью вчера, потому что об этом очень много говорят в России сегодня. И сегодня я целый день слушала новости, читала другие новости, смотрела видео, чтобы быть в курсе, и нигде, ничего, нет ни одной информации, почему это происходит. Разные теории совершенно разные, что, может быть, это естественное, что это есть такой глубокий шторм, если я правильно запомнила, да, глубокий шторм, когда шторм происходит не на поверхности воды, а под водой. И такое бывает, что животных прибивает, погибших животных прибивает к берегу, но не такое количество. То есть все, кто говорят про глубинный шторм, глубокий глубинный шторм, говорят, что такое количество животных не может быть. И люди себя не могут чувствовать плохо. Это одна теория. Вторая теория, что была теория, что рядом проплывал нефтяной танкер, и нефть из танкера как-то просочилась, пошла в воду.
тоже другие ученые говорят, что этого не может быть, потому что вода бы тогда была другого цвета. И птицы, которые летают над водой, им тоже было бы нехорошо. Но с птицами все нормально. Только только то, что было в воде. Это я вот вам назвала 2 теории, а когда я сегодня готовилась, всего этих теорий я посчитала 6. Не буду вам рассказывать их всех, вы можете сами прочитать их в интернете. А сегодня именно статья, что говорят океанологи, именно российские океанологи. Статья называется, что они говорят, что экосистема Камчатки восстановится, то есть сейчас катастрофа, система просто упала, да, экологическая система, она упала, она очень плохая, никакая, можно сказать. И скоро она восстановится, тоже будет норма. И я в это не очень верю. Я не думаю, что это вот прям так вот может быть, вау-эффект, и все будет хорошо. Я в это не верю, но мы с вами читаем новость все равно. Об этом все должны знать. Так, научный руководитель Института океанологии РАН, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматуллин выразил мнение, что экосистема акватории Тихого океана на Камчатке восстановится после загрязнения уже через год, передает газета.ру. Так, первое, что нужно сказать. РАН – это Российская академия наук, то есть это главная академия, которая занимается разными науками. Там должны работать самые лучшие профессора, умные люди России. И один из этих умных людей – это Роберт Нигматуллин. Он научный руководитель Института океанологии. Самое интересное, что Институт океанологии находится в Москве. В Москве нет океана. Это просто дополнительная информация. Но так как в России есть выходы к океану, то есть и Институт океанологии, который этими океанами занимается. И он выразил мнение, то есть он сказал, что думает, это его мнение, и высказаться или сказать свое мнение, что экосистема акватории, то есть воды Тихого океана восстановится. Я вам сказала, сейчас плохо, восстановится, это значит придет в норму, будет норма. После загрязнения, я думаю, это слово мы с вами уже часто встречали, pollution, через год. Вот для меня это шок, что через год уже будет все хорошо, норма. Я в это не верю. Если вы тоже так думаете, или если вы думаете, что это может быть, напишите мне. Мне важно знать ваше мнение тоже. Это не моя тема, то есть я не хорошо разбираюсь в биологии, экологии и так далее, а тем более это океанология. И если вы это знаете, то напишите, может такое быть или нет. Это информация сегодня, это статья из агентства, также РИА Новости, но они передают информацию из газеты.ру. Такой тоже информационный портал. Дальше. Нигматуллин подчеркнул, что выяснить причины случившегося необходимо. Однако, по его мнению, особо драматизировать не надо. Природа, если ее не часто вот таким образом подвергать ударам, то она восстанавливается. Ни о каких столетиях и тысячелетиях речи не идет. Год, сказал ученый. Нигматуллин, это вот тот самый научный руководитель Института океанологии, Роберт Нигматуллин, подчеркнул. Подчеркнуть – это специально сказать
сделать акцент на детали, на фразе и так далее. Мы говорим подчеркнуть, что выяснить причины случившегося необходимо. Выяснить – это узнать. Узнать, почему это произошло. То есть у нас с вами Камчатка. Почему на Камчатке эта ситуация, почему обитатели, морские обитатели погибают, почему плохо людям, которые были в воде, почему все это произошло. Это необходимо, это нужно сделать. Но Нигматуллин думает, что не надо особо драматизировать. Драматизировать — это, знаете, все плохо, что делать, я умираю, я плохо себя чувствую, все. Вот это вот очень эмоционально показывать, что все нехорошо. Мы называем это драматизировать. Особо — это значит очень сильно драматизировать. И вот руководитель Института океанологии говорит, что не надо драматизировать, не надо говорить, что все плохо, не надо говорить, что это прям супер катастрофа, не надо. Природа, если ее не часто вот таким образом подвергать ударам, то есть здесь важная деталь, так как на Камчатке, на Тихом океане не часто были катастрофы экологические, да, вот подвергать ударам, это причинять вред, делать что-то нехорошее по отношению здесь у нас к природе, делать различные плохие эксперименты, то она восстанавливается, то приходит в норму. Да? Если не часто, то будет скоро норма. И он говорит, так как на Камчатке это происходит не часто, это хорошо, что это не часто, то восстановление, норма уже будет через год, а не через 100, 200, 1000 лет. Совсем скоро, всего через год. Так, дальше. В свою очередь, своим прогнозом о периоде восстановления экологии в дальневосточном регионе с радиоспутник поделился доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН Владимир Раков. Это следующий человек, который тоже высказывает свое мнение, говорит то, что он думает по этой ситуации. А именно по ситуации, как скоро, сколько времени нужно, чтобы восстановилась, пришла в норму экосистема Камчатки. И сейчас у нас будет тоже очень умный человек, это доктор биологических наук. Доктор – это вариант, такой, это высокий PhD. Он работает в дальневосточном отделении Российской академии наук. Дальний Восток, как раз где находится Камчатка. Владимир Раков. О загрязнении водоемов на Камчатке сообщили местные серферы. Они рассказали, точно это, да? Да. Они рассказали, что после плавания возле Халактырского пляжа у них опухли глаза. Кроме того, появилось раздражение на коже. Эксперты отметили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов в 2 раза. Жителям Камчатки рекомендовали отказаться от посещения пляжа. Подчеркивается, что природоохранная прокуратура и Следственный комитет приступили к проверкам. Так, загрязнение водоемов, pollution, да, Тихого океана, это сказали не власти, не администрация, а об этом начали говорить серферы, местные серферы, то есть местные, которые там были, которые там живут, которые там
занимаются серфингом. Это называется местный. Мы говорим местный житель, тот, кто живет там. Местные серферы, тот, кто там занимается серфингом. Они рассказали, что после того, как они плавали в Тихом океане около Халактырского пляжа, так называется территория, где как раз люди и думают, что вот очень сильное загрязнение как раз происходит там, что у них опухли глаза, да, опухнуть это стать больше, такие вот прям глаза, может быть там красные, покраснения, такие вот увеличились, это опухли. Кроме того, это значит еще раздражение на коже. Что такое раздражение? Когда вам что-то неприятно, да, у вас появляется, вы, может быть, раздражаетесь, мне это не нравится. То же самое происходит с вашей кожей, да, кожа. Если у вас аллергия, у вас появляются какие-то там пятна, красные, это все называется раздражение. Если, не знаю, обычно это когда аллергия, или если что-то попадает, то, что вот неприятно, нехорошо для вашей кожи, кожа сразу показывает, нет, мне это не нравится, и показывает это раздражением. Эксперты отметили, что в воде превышено, то есть высоко, а это даже очень высоко, больше, чем может быть, превышено содержание, то, что там есть нефтепродукты. То есть это что-то из нефти в 3,6 раза. Я вам сначала говорила, что есть теория, что это проплывал танкер, и поэтому загрязнение. То есть с танкера проходила нефть. Но другие ученые говорят, что этого не может быть. Если это была бы нефть, только нефть, то тогда нефти было бы намного больше. Не 3,6, а там 10, 20, 30 и так далее. И фенолов в 2 раза. Фенолы то же самое, как на английском. При этом, то есть говорят, что да, загрязнение есть, ищут причину, нужно узнать почему, но сейчас уже люди, которые живут на Камчатке, им советуют, рекомендуют не ходить на пляж, не посещать, то есть отказаться, сказать стоп, мы не идем, мы больше не будем ходить на пляж. И подчеркивается опять, делают акцент, что прокуратура, это вот главные органы, которые занимаются следствием, то есть они узнают, почему, кто виноват и так далее. Это природоохранная прокуратура и Следственный комитет. Они приступили к проверкам. То есть приступить это начали проверять. Так. По данным Министерства природы региона, мертвых морских животных нашли на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды и образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы. Ранее радио «Спутник» сообщило, что губернатор назвал вероятный источник загрязнения воды на Камчатке. Так, Министерство природы региона. Регион – это как раз дальневосточный регион, где находится Камчатка. Нашли, сказали, то есть они говорят, их данные, их информация, что мертвые животные, мертвые морские, мертвые, все, не живые, мертвые морские животные, они были на Халактырском пляже, Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Бухта – это вот такой вот, как сказать, не остров, да, а туда заходит, ну, можно сказать, остров из воды, да, то есть вокруг вода и вокруг земля, такая вот бухта. Пробы песка, пробы – это вот как раз тесты. Берут
несколько, немного воды, берут немного песка. Песок — это как раз земля, которая около воды. И образцы погибших животных. То есть животные, которые сейчас на берегу, некоторые эти животные их взяли и отправили в Москву для тестов, чтобы узнать, почему, причину. И сегодня я много читала, смотрела, и это 200, то есть они взяли проб 250 килограммов. Это очень много. И это произошло, они отправили пробы еще в понедельник. Да, вроде бы это было в понедельник. То есть уже прошло минимум 3 дня. Мы еще не знаем результатов. Так, и сейчас над этим работают все ведомства, службы, то есть все организации, которые должны отвечать за работу, за экологию Камчатки. Задействованы, то есть принимают участие, работают. И губернатор Камчатки сказал, что есть вероятный источник. Вероятный, это то есть может быть он, может быть не он. То есть кто виноват или что виновато. Вероятный источник загрязнения воды. И я смотрела видео, где губернатор это говорит, и это даже не один вероятный источник, а он называет несколько вариантов. То есть он говорит, что может быть также на Камчатке находится военный полигон, то есть там расположена военная база химического оружия, то есть там какие-то химикаты. А эта военная база находится около реки, которая как раз впадает в Тихий океан. Может быть, что-то произошло на военной базе, точно неизвестно. Может быть, это что-то было глубоко под водой, и это произошло, то есть оно появилось глубоко под водой уже очень-очень давно, и сейчас начало действовать. Он еще назвал 2 варианта, почему это может быть. Сегодня я даже слышала вариант, что может быть это инопланетяне, да, то есть прилетели УФО, прилетели с другой планеты специально загрязнить Тихий океан и Камчатку. Это самая абсурдная теория, которую обсуждают. Что может быть? Но факт остается фактом, что экологическая ситуация сейчас катастрофа на Камчатке, и сейчас активно об этом говорят все жители России. Я думаю, что вообще во всем мире это активно, на эту тему активно говорят, много обсуждают, потому что не надо молчать, нужно узнать, что же случилось, почему. И это произошло не в октябре, это произошло еще в сентябре, а сейчас уже как результат мы видим, что люди болеют, что животные погибли. Что будет дальше, время покажет, но нужно узнать, в чем причина. И я так понимаю, что причина так еще и неизвестна. Официально никто не говорит, кто виноват и что делать. Но есть разные, еще раз скажу, есть разные теории. Вы можете сами прочитать еще остальные теории. Я вам назвала 5 теорий. Посмотрите в интернете, какие еще теории существуют. Вот такая вот новость у нас с вами была сегодня. Как я и вначале говорила, совсем не хорошая новость, но что самое важное, мы с вами читали статью на русском языке, и текст был не такой трудный. Если вы регулярно слушаете, читаете новости со мной, то вам этот текст уже совсем не трудный. Все
очень просто. Если вы практикуете русский язык, то с каждым разом лучше, лучше и лучше вы будете читать, говорить, понимать, слушать и так далее. Все, да, то есть вы все будете делать намного лучше, чем раньше. Самое важное – это нужна практика. Так, все.